Какую роль в развитии толерантности в современной России играет ислам? Ну, безусловно, ислам как одна из государственно образующих религий в нашей стране играет очень большую роль наряду с православием, с иудаизмом, буддизмом, так как на сегодняшний день ислам – это та религия, которая объединяет большое количество народов, проживающих в нашей стране. И, соответственно, согласно принципам ислама, Всевышний призывает в Священном Коране нас познавать друг друга. И, наверное, сегодня мусульмане, являясь такой активной частью нашего гражданского общества, вносят свой вклад в развитие мира и согласия в многонациональном и многорелигиозном нашем государстве. И, безусловно, сама религия ислам – это религия мира и добра, которая, безусловно, всех представителей ислама, всех наших народов призывает именно к добру и к добрососедству, потому что это сегодня играет очень большую роль. И, наверное, чтобы сегодня постараться познать друг друга, мусульмане должны как можно больше пропагандировать ислам на своем личном образе жизни. Потому что это, наверное, самая лучшая проповедь и лучший, наверное, призыв к тому, что носит в себе ислам. Потому что зачастую, когда пытаются сегодня бытовые конфликты превращать в национальную и религиозную окраску, то, безусловно, это очень опасно и нехорошая тенденция для нашей страны. Поэтому мусульмане должны быть активными участниками в гражданском обществе для того, чтобы на своем личном примере показывать, что несет в себе ислам. А ислам в себе несет высокие духовные, нравственные ценности миролюбия, вот именно добрососедства в нашей стране. Я думаю, что сегодня ислам играет очень большую роль именно вот в этих добрых отношениях. Ведь если мы почитаем Священный Коран, то мы увидим много очень призывов к тому, чтобы мусульмане распространяли мир, добро, и, конечно, это наш главный призыв. Какие мероприятия планируется провести в День толерантности? Так совпало, что мусульмане отмечают в эти дни также и великий праздник ислама, праздник Курбан-Байрам, Аид-эль-Адха или праздник жертвоприношения. И, в принципе, этот период длится на протяжении нескольких дней, когда мусульмане стараются быть ближе, добрее, толерантнее в свою очередь. Хотя слово толерантность мне не совсем нравится, но в свою очередь я считаю, что у нас все-таки в России больше распространено именно добрососедство между представителями разных традиций, культур. И сегодня мы видим, наши мусульманские общины активно проводят различного рода мероприятия. Это и научные практические конференции, это и раздача благотворительных подарков нуждающимся людям, сиротам. Это, конечно же, и в рамках праздника раздача мяса жертвенных животных в пользу нуждающихся людей, сирот, бедных людей. И, конечно, вот одно из таких крупных мероприятий, которое будет проходить в Москве, в рамках, оно не религиозное, но оно имеет культурное значение, это празднование в виде праздника. Он и называется «В кругу друзей», то есть мусульмане приглашают всех тех, кто интересуется добром, добрососедством в нашем обществе. И для того, чтобы не было вот таких, знаете, каких-то, ну, наверное, опасений друг друга, да, или в какой-то мере страха друг перед другом, мы хотим показать вот народное творчество наших народов, которое сегодня имеет очень богатую культуру, представители разных традиций и народов. И я считаю, что это тоже будет таким мероприятием в Кремле, которое проводится впервые на такой важной и главной площадке нашей страны, поможет и внесет свою лепту, свой вклад в сохранение и в развитие мира и добрососедства в нашей стране. Что вы думаете по поводу ношения хиджаба в школе? Вы знаете, мы свою позицию, Совет муфтиев России по этому поводу высказал. И, конечно, для мусульманок ношение хиджаба – это не просто выпячивание каких-то религиозных символов, а это значит, символ веры и, наверное, обязанность. И, в свою очередь, мы ведь не призываем к чему-то
или выпячиванию каких-то религиозных ценностей. Нет, мы наоборот хотим сказать, что сегодня в обществе, когда нам навязываются иногда западные ценности, и когда, к сожалению, мы видим некую безнравственность в школах, когда нет определенной школьной формы, когда девушки одеваются совершенно по-разному или какие-то субкультуры вносят свои какие-то коррективы, это, конечно, неправильно. И, в свою очередь, тем самым мы хотим сказать, что есть общие духовно-нравственные моральные ценности для всех религий, и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе. То есть тем самым не надо бояться слова хиджаб, которое для нас является иностранным словом, да, то есть, ну, имеется в виду арабским словом. Но ношение платка это традиции наших народов. И если мы посмотрим на национальные костюмы разных народов нашей страны, то мы можем увидеть, что это, в принципе, и есть вот эта скромность и вот это правильное поведение в обществе. Вот, поэтому мы не хотим навязать, и как сегодня пытаются нам преподнести, что вот мусульманская община хочет навязать какие-то свои ценности. Ни в коем случае. Это общие ценности, это общие традиции, обычаи, которым мы сегодня после 70-летнего тоталитарного управления, когда религия была под запретом, духовные ценности были под запретом, мы просто идем на этапе возрождения. Ведь до революции мы видели, что не только мусульманки одевали платки в школах, да, то есть и христианки, и в разных конфессиях это существует. Поэтому, на наш взгляд, сегодня мы демократическое государство, мы имеем конституционное право на свободу совести и свободу вероисповедания, и при том, что мы понимаем, что школа – это светское учебное заведение и так далее, но при этом, на наш взгляд, сегодня, конечно, этот вопрос должен решаться взвешенно, и, конечно, на наш взгляд, нужно внимательно подойти к чаяниям верующих людей, не только исламу, потому что это, я говорю, уже о традиции наших народов. И, в принципе, это выражается как раз в национальных костюмах и русского народа, и татарского, и северокавказских наших народов.